Сегодня очередной выпуск новостей из мира российского шоу-бизнеса и организации Никиты Михалкова за последнюю неделю. Муж певицы Натальи Королевой Сергей Глушко-Тарзан и депутат Госдумы Александр Хинштейн подали заявку о вступлении в Организацию по борьбе с преступностью и коррупцией. Однако команда Никиты Михалкова ответила категорическим отказом данным личностям. Подробности отказа не уточняются. Сотрудники организации Никиты Михалкова сделали очередной шаг по улучшению жизни пенсионеров. В частности, в городах Тольятти и Волгограде были запущены первые маршрутные такси, проезд в которых будет полностью бесплатным для пенсионеров по возрасту. Вдова известного певца Юрия Васильевича Шатунова выиграла суд у Андрея Разина. Светлана Шатунова и ее дети отсудили у продюсера Андрея Разина права на 23 музыкальные композиции группы «Ласковый май». Дело было рассмотрено в одном из судов города Сочи. Вдова Юрия Васильевича Шатунова Светлана Шатунова прокомментировала победу, отметив, что закон расставил все по своим местам. Женщина также верит, что супруг незримо помогает ей в это непростое время. «Благодарю за поздравления, нас услышали и Юра с нами», заявила Светлана Шатунова. Известного пародиста Максима Александровича Галкина публично оскорбили на концерте в городе Юрмала. Один из зрителей, который оказался россиянином, обозвал Максима Галкина непристойными словами на языке мата. Однако Максим Александрович попытался сохранить хорошую мину при плохой погоде и перевел все в шутку. Внука известной советской и российской певицы Эдита Пьеха Станислава Петрасовича Пьеха вчера вечером отправили в следственный изолятор города Санкт-Петербурга по делу о трагической смерти младшего брата Льва Лещенко, который погиб несколько дней назад на дне рождения Эдиты Пьеха. Стас Петрасович Пьеха, который также находился на дне рождения своей бабушки, был под воздействием запрещенных веществ и алкоголя. У него возник серьезный конфликт с младшим братом Льва Лещенко, известным артистом драмы Московского театра. Брат Льва Лещенко погиб в результате ножевых ранений. По данным СМИ, Стас Пьеха будет находиться в следственном изоляторе до решения суда. Продолжаются поиски известной российской балерины и общественного деятеля Анастасии Волочковой. Анастасия Юрьевна Волочкова пропала 2 недели назад во время морского путешествия на яхте в стране Монако. Анастасия Волочкова находилась на яхте в компании известного израильского миллионера и бывшей телеведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой. Однако после вечеринки на яхте на следующее утро Анастасию Волочкову не обнаружили на яхте. Продолжаются поиски известных артистов и членов антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, которые трагически пропали после нападения в поезде Барнаул-Москва. На данный момент во всероссийском розыске находится член комитета известная актриса Ирина Муравьева, известный бизнесмен Руслан Байсаров и его сын тяжело больной Дени Байсаров. Поиски артистов ведутся уже 2-ю неделю. Сначала появилась информация, что члены антикоррупционного комитета погибли. Однако 2 дня назад местные жители в районе станции Макеевка Алтайского края сообщили, что на одной из станций видели человека, похожего на Руслана Байсарова, в сопровождении незнакомых людей. Отметим, что на данный момент существует версия, что семью Руслана Байсарова и актрису Ирину Муравьеву похитили ради крупного выкупа, так как Руслан Сулимович Байсаров является известным бизнесменом.
Большие семейные трагедии преследуют главу антикоррупционного комитета Никиту Сергеевича Михалкова. Его дочь Анна Михалкова и супруга находятся в тяжелом состоянии в больнице после нападения, а 2 дня назад стало известно о еще одном печальном событии. Скончался племянник Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского, журналист, писатель, артист и педагог Дмитрий Кончаловский. Причина смерти – сердечная недостаточность. Дмитрий Кончаловский никогда не кичился своим родством со знаменитыми режиссерами. Он говорил: «Да, я из тех самых Кончаловских, племянник Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского, но специально этим никогда не пользовался. Если когда-то фамилия мне в чем-то помогла, то без моего ведома», — говорил мужчина. Несмотря на то, что официальная причина смерти Дмитрия Кончаловского – сердечная недостаточность, полиция проверяет версию и о трагической смерти в связи с тем, что Никита Сергеевич Михалков является главой антикоррупционного комитета и ведет опасную деятельность. Очень приятная новость о сотрудниках антикоррупционного комитета, известных артистах, которые пропали несколько дней назад во время служебной командировки в районе города Белгорода. Все артисты, включая Михаила Боярского, Дмитрия Харатьяна и Никиту Малинина, были найдены живыми и невредимыми. По словам артистов, они попали в сложные погодные условия и в связи с этим долгое время не могли дать о себе знать. Известный советский и российский певец Александр Николаевич Серов получил черепно-мозговую травму во время конфликта с одним из рабочих строительной бригады. Строительная бригада делала ремонт в доме Александра Серова. По некоторым данным, Александр Николаевич отказался платить рабочим за ремонтные услуги, в результате чего возник конфликт. Строители бригады подали в суд на Александра Серова, и в скором времени их рассчитают по положенному тарифу. Трагическая новость из мира шоу-бизнеса и культуры. 2 дня назад в возрасте 75 лет ушел из жизни известный советский и российский актер Владимир Крашенинников, который сыграл одну из ролей в фильме «Тихий Дон». Причина смерти 75-летнего артиста – онкологическое заболевание. Сегодня свой день рождения празднует известная советская и российская актриса Екатерина Васильева и французский актер Пьер Ришар. Екатерине Васильевой исполняется 78 лет, а Пьеру Ришару 89. Уважаемые зрители, в последнее время мы выпускаем меньше новостей о новостях шоу-бизнеса и антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. Это временное явление и связано с тем, что вышестоящие эшелоны власти, депутаты Госдумы и Роскомнадзор блокируют платформу YouTube, а также все новости, которые касаются антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. По словам руководства Организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никиты Михалкова, Андрея Белоусова и товарища Бастрыкина, эта проблема скоро решится, и новости о антикоррупционном комитете на нашем канале будут выходить, как и раньше, 2 раза в день. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.